В Макумигана результат во многом зависит от того, как длина разных цветов уложена в стопку, в каком порядке чередуются цвета и какой толщины каждый слой. Я покажу два варианта, полученные из одинакового набора цветов. Разница будет только в толщине слоя. Для примера я взял два цвета глины, полупрозрачный малиновый шифон и белый цернит. Подготавливаю квадратные пластины одинаковой толщины. У меня это будет второе деление пасты машины. Потребуется 5 малиновых квадратов и 3 белых. Для макумы я подготовлю две стопки, в каждой по 4 слоя. В первой стопке малиновые и белые цвета будут чередоваться, а во второй будет 3 малиновых и только 1 белый. Думаю, разница хорошо заметна на рисунке. Теперь слегка раскатаю стопки и разрежу каждую на 4 части, а затем сложу 4 обрезка каждой стопки друг на друга. И снова раскатаю до первоначального размера. Вполне знакомая процедура для любителей макумы. Подготовленные стопки выкладываю на стекло и прикатываю. На каждую стопку наношу произвольный рисунок и лезвием делаю срезы. В этом месте мне бы следовало сделать небольшой перерыв и дать глине немного отдохнуть от моих рук и остыть. Цена такой ошибки будет заметна очень скоро. Глина еще слишком теплая и мягкая, поэтому тянется вслед за лезвием, а форма при этом сильно искажается. Впрочем, сегодня я не леплю что-то конкретное, меня интересует общий вид рисунка. В результате для стопки, где малиновый цвет был толще белого, у нас получился более плавный рисунок с преобладанием малинового цвета, а во второй стопке узор более пестрый. После запекания малиновый цвет станет темнее, ведь это шифон. Кстати, когда я использую в макуме полупрозрачную глину, то всегда делаю слой полупрозрачной глины толще. В этом случае после запекания можно получить более глубокий эффект. На тонких слоях полупрозрачность не так заметна. Этот прием выделения цвета в Макумигана я буду использовать в своем следующем видео.